Представьте себе, что прямо под вашими ногами, под привычным асфальтом или в глухом лесу могут лежать автомобили, которые хранят в себе кусочки истории. Одной из самых известных находок стала история Plymouth Belvedere 1957 года, закопанного в городе Талса, штат Оклахома. Эта машина была превращена в своеобразную капсулу времени. Ее закопали под землю в честь 50-летия штата, чтобы открыть в 2007 году. Плимут был помещен в бетонный саркофаг, а в его багажник заложили предметы того времени, включая письма, записи и символы американской культуры. Однако, когда машину извлекли из-под земли спустя полвека, ожидания не оправдались. Герметизация бетонного укрытия оказалась недостаточной, и влага проникла внутрь. Плаймут сильно пострадал от коррозии, его кузов практически полностью проржавел, а интерьер оказался испорчен. Тем не менее, эта находка стала символом времени, вызвав огромный интерес как у историков, так и у энтузиастов автомобилей. Она напомнила о том, как люди видели будущее и что для них было важно сохранить. В Айове произошла подобная история, достойная сюжета автомобильного шоу. Один американец приобрел на аукционе заброшенную ферму. Среди ее руин в полуразрушенном гараже он наткнулся на настоящее сокровище – седан Jaguar MK2. Эта культовая модель выпускалась с 1959 года, а найденный экземпляр, судя по сохранившейся наклейке, прошел реставрацию в 1983 году. Несмотря на то, что автомобиль провел в гараже долгие 36 лет, он сохранился на удивление хорошо. Особым сюрпризом стали стоковые полированные колпаки, которые мирно лежали в багажнике, словно ожидая своего часа. Под капотом Jaguar MK2 мощный 3,8-литровый двигатель, выдающий 223 лошадиные силы. Такое состояние для машины с такой историей – настоящая редкость. Возможно, этот Jaguar обретет новую жизнь в руках ценителя. Что становится с автомобилем, который десятилетиями пролежал под землей? Ответ зависит от множества факторов: условий захоронения, окружающей среды и времени, проведенного под слоем грунта. В большинстве случаев такие машины подвергаются сильным разрушениям. Коррозия – главный враг металла. Если автомобиль находился в условиях высокой влажности, металлические части превращаются в ржавую массу, теряя свою форму и прочность. Давление грунта, особенно на больших глубинах, приводит к деформации кузова. Двери, капот и багажник теряют свою функциональность, а стекло, как правило, оказывается разбитым. Грунт и пыль проникают во все возможные щели, заполняя салон, а обивка сидений и другие мягкие материалы разрушаются из-за воздействия влаги, плесени и бактерий. Если машина находилась вблизи корней деревьев или подвергалась воздействию камней и оползней, механические повреждения дополнительно ухудшают ее состояние. Однако встречаются редкие случаи, когда автомобиль сохраняется значительно лучше. Это возможно, если машина была изолирована от внешней среды, например, закопана в герметичном контейнере или бетонной капсуле. Сухой климат также может замедлить разрушительные процессы, минимизируя воздействие влаги. Так, автомобили, найденные в пустынях, сохраняют свои очертания благодаря отсутствию дождей и сырости. Реставрация таких находок – сложный и дорогостоящий процесс. В большинстве случаев кузов, внутренние элементы и механизмы приходится заменять полностью, оставляя лишь оригинальную раму или отдельные сохранившиеся детали. Даже если автомобиль полностью разрушен, он остается символом эпохи и свидетельством истории. Можно ли вернуть к жизни автомобиль, пролежавший десятки лет под землей? Это зависит от того, насколько хорошо его сохранили природные условия или забота тех, кто его закопал. Когда-то легендарный спорткар Lotus Esprit 1988 года выпуска оказался заброшенным под открытым небом почти на 2 десятилетия. Его история началась с урагана, разрушившего гараж, в котором хранился автомобиль. Спустя годы машину совершенно случайно обнаружил местный фермер, купивший участок земли, где она стояла. К моменту находки Lotus Esprit выглядел удручающе. 2 колеса исчезли, а салон был полностью уничтожен временем и погодными условиями. Однако кое-что удивило даже видавшего виды фермера.
Оригинальный 2,2-литровый четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом остался на месте, словно храня воспоминания о былых временах скорости и элегантности. Фермер не проявил особого интереса к редкому спорткару и вскоре продал его автолюбителю, который решил восстановить машину. Новый владелец взял на себя амбициозную задачу – вернуть Lotus Esprit его прежний блеск и подарить его сыну в качестве первого автомобиля. Так легенда обрела шанс на новую жизнь. В Санкт-Петербурге в одном из старых амбаров был найден практически новый ВАЗ-2104 1999 года выпуска. За 25 лет автомобиль проехал всего 282 километра, все это время оставаясь в помещении. Состояние машины практически идеальное. Кузов и салон сохранились прекрасно, за исключением небольшой вмятины на левой стороне. По словам нынешнего владельца, автомобиль почти не использовался с момента покупки. Универсал оснащен бензиновым мотором объемом 1,5 литра и мощностью 71 лошадиную силу, что делает его настоящей капсулой времени, вернувшей нас в конец 90-х. Такие находки доказывают, что даже в современных условиях можно встретить настоящие жемчужины автомобильной истории, скрытые буквально у нас под боком. Chevrolet Camaro 1969 года выпуска. Этот легендарный маслкар был найден в старом сарае в Техасе, где простоял без движения с 70-х годов. Время не пощадило его внешний вид. Кузов покрыт ржавчиной, а на крыше видна серьезная вмятина. Салон автомобиля тоже пострадал от десятилетий заброшенности. Но несмотря на эти дефекты, Chevrolet Camaro остается желанной находкой для коллекционеров. Машина оснащена оригинальным бензиновым двигателем V8 и механической коробкой передач. Настоящая классика американского автопрома. Этот автомобиль не просто железо и винтики. Это история, пропитанная духом свободы и скорости. Сейчас Camaro выставлен на продажу на eBay за $30 тысяч. Для кого-то он станет проектом мечты, шансом вернуть былую славу этому легендарному маслкару. Ведь такие находки, как этот Chevrolet Camaro 1969 года, появляются крайне редко. Как находят автомобили, которые десятилетиями лежат под землей? Современные технологии делают это возможным даже в самых сложных условиях. Сегодня для поиска скрытых под слоем грунта машин используют радары, металлоискатели и дроны. Георадары стали одним из главных инструментов, позволяющих заглянуть под землю. Они отправляют электромагнитные импульсы, которые отражаются от металлических объектов, помогая определить их точное расположение и глубину. Георадары особенно полезны в местах с плотным грунтом или на сложных ландшафтах, где визуальный осмотр невозможен. Металлоискатели, несмотря на кажущуюся простоту, остаются важным инструментом. Они помогают определить наличие металлических частей, даже если автомобиль разрушен и его части разбросаны. Современные металлоискатели могут распознавать тип металла, что позволяет отличить автомобиль от других металлических предметов, находящихся под землей. Дроны добавляют еще больше возможностей. Оснащенные тепловизорами и камерами высокого разрешения, они обследуют труднодоступные территории, такие как заброшенные шахты, леса или оползни. Тепловизоры помогают выявить места, где грунт отличается по температуре, что может указывать на наличие скрытых объектов. Эти технологии позволяют находить даже небольшие части автомобилей, которые могут стать ключом к восстановлению целой картины. Каждый найденный автомобиль – это не просто находка, а фрагмент истории, который с помощью технологий становится доступным для изучения. В будущем такие методы поиска будут становиться еще более точными, открывая все больше тайн, спрятанных под землей. Под землей чаще всего находят старинные автомобили, популярные в середине 20 века. Это такие бренды, как Ford, Chevrolet, Mercedes и другие, которые в свое время символизировали роскошь, стиль или инновации. Многие из этих машин были закопаны намеренно, чтобы сохранить их для потомков, или оказались забыты из-за обстоятельств. Особый интерес вызывают редкие модели, которые с момента находки превращаются в настоящие музейные экспонаты. Например, некоторые из таких автомобилей, как Plymouth Belvedere или редкий Bugatti, становятся объектами реставрации и истории,
привлекая внимание коллекционеров и любителей автомобильной культуры. Многие подземные находки связаны с городскими легендами, которые передавались из поколения в поколение. Одна из самых известных историй о Bugatti Type 57, который якобы был спрятан в Швейцарии. Этот автомобиль стоимостью миллионы долларов стал предметом споров и поисков, вдохновляя охотников за сокровищами на долгие годы. В конце концов, Bugatti был обнаружен, что подтвердило реальность легенды. Такие истории не только пробуждают интерес к поискам, но и сохраняют культурное наследие, связывая нас с прошлым. Каждая найденная машина — это не просто металл, а частичка истории, которая рассказывает нам о времени, людях и событиях, которые ее окружали. Какие еще автомобили скрываются под землей, ожидая своего открытия? Возможно, именно следующая находка станет новой легендой. Какую ценность может иметь автомобиль, пролежавший под землей десятилетиями? Оказывается, даже в плохом состоянии такие находки могут стоить миллионы долларов. Все дело в их исторической или культурной значимости. Например, редкие модели становятся объектами аукционов, где коллекционеры готовы заплатить огромные суммы, чтобы заполучить частичку автомобильной истории. Даже если машина разрушена коррозией, ее детали или уникальность могут иметь высокую ценность. Некоторые автомобили, ставшие знаковыми для своей эпохи, восстанавливают с использованием оригинальных элементов, что еще больше увеличивает их стоимость. Многие из найденных под землей автомобилей, особенно если они представляют редкие модели или имеют связь с историческими событиями, становятся музейными экспонатами. Эти машины не просто предметы реставрации, они оживляют историю, демонстрируя технологии, стиль и культуру своего времени. Посетители музеев видят не только автомобили, но и связанный с ними контекст. Письма, предметы, найденные в салоне, и рассказы, которые сопровождают каждую находку. Каждый найденный автомобиль — это больше, чем транспортное средство. Это ключ к прошлому, который позволяет нам понять, как жили люди, о чем мечтали и что ценили. Может быть, именно следующая находка откроет новую главу в автомобильной истории. Иногда автомобили оказываются под землей не по вине людей, а из-за силы природы. Оползни, наводнения и даже извержения вулканов могут полностью погребать машины под тоннами грунта, пепла или камней. Одним из таких примеров стали автомобили, найденные в Италии под слоями пепла Везувия. Эти машины оказались замурованы в результате природных катаклизмов, которые скрыли их от глаз на десятилетия, а иногда и столетия. Подобные находки являются не только напоминанием о мощи природных явлений, но и свидетельствами, как стихийные бедствия могут моментально изменить судьбу людей и вещей. Каждый такой автомобиль становится капсулой времени, запечатлевшей момент катастрофы. Почему это важно? Автомобили, найденные под землей, это больше, чем просто металлические конструкции. Они служат мостом между прошлым и настоящим, раскрывая удивительные истории людей, технологий и культурных ценностей. Каждый найденный автомобиль — это история своего времени, от войны и экономических кризисов до катастроф и повседневной жизни. Эти находки дают нам возможность понять, как развивались технологии, что ценили в разных эпохах и как менялась жизнь людей. Они напоминают о событиях, которые могли быть забыты, и вдохновляют на поиски новых тайн прошлого. А как вы думаете, что еще может скрываться под землей? Может быть, там ждет следующая находка, которая перевернет наше понимание истории? Как вы думаете, какие еще тайны могут скрывать автомобили, погребенные под землей? Быть может, они хранят удивительные истории о людях, событиях и эпохах, которые давно забыты. Каждая находка — это не только машина, но и ключ к разгадке прошлого, мост между разными поколениями. Каждое открытие дает нам уникальный взгляд на то, как жили люди, что ценили и какие следы оставили для потомков. Хотите быть частью команды, которая раскрывает удивительные тайны и делится вдохновляющим контентом с миром? Присоединяйтесь к нам. Мы ищем талантливых людей, которые умеют писать увлекательные сценарии, озвучивать ролики или монтировать видео. Пишите нашему Telegram-боту и давайте вместе создавать контент, который удивляет, вдохновляет и радует миллионы людей. Сделаем историю ближе и интереснее.